Всех приветствую на своем канале. Добро пожаловать в новый влог. Начинаю его не с завтрака, как обычно, а с маникюра. Много запросов было, просили рассказать, чем я наращиваю, как я делаю маникюр, какими материалами я пользуюсь. Конечно, весь процесс я не буду рассказывать, потому что не всем это будет интересно, но просто покажу материалы. Маникюр я себе делаю раз в 10 дней, я уже об этом говорила не раз. По времени это у меня занимает примерно около часа, если это наращивание, и около 30 минут, если это просто маникюр с покрытием. Пользуюсь как простыми лаками, так и гель-лаками. Заказываю в основном я на Белорис. Уделяю я время либо с утра, либо тогда, когда Лерочка в садике. Да, один раз она пришла ко мне, когда я делала маникюр, взяла гель-лак, да, я не увидела, он был открыт, и она его, да, вылила на пол. Естественно, я сразу начала это все оттирать, но сами понимаете, гель-лак, он липкий, да, и быстро это все не отмоешь. Понятное дело, что ей все интересно, она повторяет все то, что делаю я, но когда я работаю с гель-лаками, я стараюсь делать это без нее. И вот что у меня получилось. Единственное, я не успела сделать маникюр. Покрытие гель-лаки белый и золотистый. И использовала еще слайдеры. Для наращивания, конечно же, использую лампу. Покупала ее на Алиэкспресс. И для того, чтобы маникюр держался дольше, то есть ногти не отвалились через день, я всегда использую праймер. Пилочки одноразовые, я их заказывала на Вайлдберрис, очень удобно. И там же заказывала слайдеры для ногтей. Девочки, стоят они совсем недорого, но маникюр выглядит намного интереснее. Цена вопроса в районе 100-150 рублей. И где хранятся все мои гель-лаки? Это на верхней полочке. Да, Лерочка сюда не достает. Я специально ее подняла немного повыше. Она вращается. Очень удобно. Не нужно ничего доставать. Покупала ее в фикс прайс. Но на Вайлдберрис тоже есть такие крутящиеся подносы. Ссылочку обязательно в Телеграм кину на все материалы, на подносы, на все, что использовала. Может, кому-то будет интересно. Поэтому мы и создали телеграм-группу, да, отдельную, где кидаем все ссылки. И во второй полочке у меня огромное количество слайдеров. Да. Раньше я занималась маникюром. Иногда использую вот эти лаковые полоски. Очень удобно, про них я уже рассказывала. Наращиваю я всегда либо на верхние формы, либо на гелевые типсы. Это очень быстро. Я советую, кто не хочет заморачиваться или нет времени ходить в салон, гелевые типсы вам в помощь. Они клеются, да, так скажем, на базу, либо на специальный клей и сушатся в обычной УФ лампе. Далее просто покрытие и готово. На обед сегодня я пекла хлеб. Да, делаю я это первый раз, потому что совсем недавно у меня появилась хлебопечка. Федя давно просил меня на самом деле приобрести, потому что у наших мам всегда есть к столу горячий хлеб. Особенно в последний год в магазине качество хлеба стало, мягко говоря, не очень. Иногда покупаем чесночный хлеб, и в этот раз я тоже решила приготовить его. Все ингредиенты я напишу на экране, но в этот раз, так как я пеку его первый раз, хлеб получается очень маленьким. То есть хватает примерно на обед и ужин, например, или может быть на день, да, если вы не слишком едите хлеб. Нам хватило на день с тем учетом, что вечером я ем всегда хлебцы. Я также хочу в ближайшем будущем приготовить хлеб ржаной и постный. Если у меня получится, я обязательно продублирую рецепт и покажу на канале. Он идет бездрожжевой, на кефире. Может быть, у кого-то есть идеальный прям рецепт, напишите, буду признательна, потому что я его как-то пекла в духовке, но, честно говоря, не очень получился. Но хлебопечка — это совсем другое. Поэтому в ней я буду проводить много экспериментов и обязательно покажу и вам. У меня хлебопечка от Оберхоф. Она имеет огромное количество программ, целых 15. Можно выбрать цвет корочки, вес. Есть отложенный старт.
то есть вы заполнили ингредиентами вашу хлебопечь, ставите время, и утром, допустим, она начала работать, и к 8 часам утра, да, к завтраку у вас будет горячий, вкусный, ароматный хлеб. Приходит она в небольшой коробке, очень хорошо упакована, доставка быстрая, гарантия 2 года. В комплекте идет книжка, где подробно все написано на русском языке, и плюс в конце есть очень много классных рецептов. Да, рецепт чесночного хлеба я взяла именно с книжки. Сбоку окно смотровое, 15 программ, также повторяюсь. Есть также автоматический дозатор. Сюда можно поместить любые орешки, сухофрукты, семечки, например. И во время выпекания он сам открывает и добавляет в выпечку. Чаша выполнена из антипригарного покрытия. В комплекте идет мерная ложка, кружка, замесочная лопатка и крюк для вынимания лопатки. Итак, для хлеба мы выставляем программу номер 1. После того, как программа закончится, так как он у нас чесночный, мы готовим 2 зубчика чеснока и смешиваем его с растительным маслом. Чеснок нужно будет измельчить, пропустить через пресс. Все хорошо перемешиваем и смазываем горячий хлеб. Вы даже не представляете, как это пахнет. Далее закрываем крышку, выставляем программу 14. Это выпечка на 10 минут. Далее даем ему немного остыть. Далее займемся вторым блюдом. У меня будет сегодня картошка с мясом под сыром. Для начала измельчаем лук. Вернее, я порезала его полукольцами. Так вкуснее. Берем противень. У меня вот такой вот миниатюрный, белый. Смазываем маслом и выкладываем лук. Я, между прочим, совсем недавно начала вот это блюдо делать именно так, да, слоями. Раньше лук у меня был сверху, но потом мне подсказали, что так вкуснее, и так на самом деле вкуснее. То есть для начала берем лук, далее мясо. Мясо у меня тоненькое, поэтому его я не отбиваю. Солим, перчим по вкусу. Далее для сочности любой соус. Можете взять майонез, сметану, аджику, йогурт, неважно. Все на ваш вкус. Далее картошка уже подсоленная. И в конце сыр. Можете сверху также полить соусом, но я этого не делала. Отправила в заранее разогретую духовку до 180 градусов на минут 40. И на десерт запеканка творожная. Также ее буду готовить в хлебопечке. Рецепт, прям очень простой. Просто берете все ингредиенты. Кстати, рецепт с книжки. Все выкладываете в чашу. Готово. Ничего не нужно там заранее вымешивать, замешивать, взбивать. Ставим 14-ю программу. Выпечка. У меня ушло где-то 1,5 часа. Смотрите, конечно, по своему творогу, да. Далее вынимаем и даем остыть. Ну и показываю, что в итоге у меня получилось. Хлеб просто изумительный, очень вкусно пахнет. Естественно, в будущем я увеличу ингредиенты, хотя на день нам полностью хватает. Очень ароматный, вкусный хлеб получился. И знаете, еще в чем плюс? В том, что он не крошится. Ну а про запеканку я вообще молчу. Идеальное просто соотношение ингредиентов. Изюм можете не добавлять, если не любите. Ну а ссылочку на хлебопечку от Оберхоф, модель Бротер F4, оставляю в описании под видео. Всем, кто сейчас обедает или ужинает, приятного аппетита! Ну и после обеда что нам нужно сделать? Естественно, убрать кухню, убрать посуду. Я очень рада, что у нас есть посудомоечная машина, она меня прям выручает. Пока она мыла посуду, я решила протереть все шкафчики. Чем я мою
фасады, я всегда делаю раствор, беру средство, у меня вот такой пятновыводитель Easy Clean. Да, на упаковке даже написано 101 способ применения. Да, его можно использовать как и для кухонной утвари, так и для стирки цветной, белой одежды. И самый огромный плюс для меня лично то, что он безопасен для детской одежды. Так вот, я беру 1 литр воды, обязательно кипяток, 1 мерную ложку, кстати, она идет в комплекте. Все хорошо перемешиваю, далее переливаю в любую емкость с распылителем и готово. Весь жирный налет, который оседает на кухне, он обязательно на любой кухне есть, он растворяется. Да, фасады, которые находятся далеко от моей индукции, да, я слишком прям не тру, потому что там таких загрязнений нет. По поводу следов, остаются ли белый налет, да, после этого средства. У меня кухня белая, поэтому налета абсолютно никакого нет. Но я все равно потом беру обычную жидкость для зеркал и прохожусь. Также мне нужно было почистить раковину. Чайный кофейный налет, естественно, остается. Делаю я это каждый день. Также берем порошок от Easy Clean, 1 мерную ложку и кипяток. Оставляем буквально минут на 5. Протираем влажной тряпкой и готово. Конечно, любая девушка, женщина, я уверена, что любая, хочет видеть в своем доме, на своей кухне, квартире, неважно, чистоту и порядок. Но сами знаете, что постоянно быть в уборке, готовке очень сильно надоедает. Я всегда стараюсь находить средства, гаджеты там, для готовки, уборки. И то, что мне действительно нравится, я всегда делюсь с вами. И хочу также огромное спасибо сказать вам, тем, кто дает нам советы. И мы реально прислушиваемся. Все абсолютно читаем. Конечно, все идеи, которые вы нам предлагаете, воплотить невозможно, потому что вас очень много на наших каналах. Но все же еще раз вам огромное спасибо. Кстати, использование порошка Easy Clean именно на кухне подсказала мне подписчица. Большое спасибо. Варила я в этот день еще компот и оставила его, наверное, часа на 2. Вернее, кастрюлю оставила на плите. И вот такой нагар образовался. Его я обычно оттираю скребком, так как тряпкой это нереально сделать. То же самое на шкафчиках над плитой у меня жирные пятна. Просто наношу средство, оставляю на минут 5 и потом просто протираю тряпкой. Если прям уж сильный нагар, да, то можно оставить минут на 20. Kiss my aching body. My desperation knows no termination, baby. Now would you love me if I were somebody else? Wish I had a tail. Wish I had a tail. Cause if I did, then I would swing it, be swinging it. Далее хочу вам показать сковородку, которая обычной губкой не оттирается. И на тазике, кстати, у меня образовались такие пятна, которые я ничем не могла оттереть. Материал у нее резиновый. Берем, делаем также раствор, то есть 2 ложки порошка и 2 литра воды. Опускаем туда сковородку. Я ее оставила минут на 15, пока занималась своими делами. А на пятна, что на тазике, я просто побрызгала этим средством.
И вы посмотрите, через 15 минут все оттирается обычной тряпкой, что на тазике пятна, да, что на сковородке. В том, что нагар уйдет со сковородки, я, если честно, не была удивлена, потому что перед этим я отмывала коптильню. Помните, недавно мы коптили курицу, и поддон был весь в нагаре, да, в жиру. Я не думала, что будет такой эффект. Вот правда, когда снимала это видео, оставляла я его минут на 15, и после я взяла лейку, обычную горячую воду, направила на поддон, и все само отходило. Я очень была удивлена результатом, правда. После уборки кухни я в быстром режиме должна была замочить скатерть, потому что мы в этот день выезжали к озеру. Очень много снега было в этот день, всю красоту мы снимали на телеграм-канал. Но до этого мне нужно было постирать скатерть в быстром режиме. Пятна были от кетчупа, поэтому предварительно я замочила 2 мерные ложки порошка Easy Clean и 1 литр воды. Оставила минут на 15 и отправила в стиральную машину. Скатерть можно стирать, именно эту скатерть, при 30 градусах, поэтому я взяла 1 ложку обычного порошка и 1 ложку пятновыводителя Easy Clean. И при 30 градусов на 40 минут отлично все отстиралось, я довольна. И да, ссылку на пятновыводитель я оставлю внизу под видео, а также продублирую в телеграм-канал. И в конце я хочу вам показать рецепт, который не вместился у меня в прошлое видео, но я его не могу не показать, потому что этот пирог просто божественно вкусный и готовится прям очень просто. Тесто самое обычное, оно получается рассыпчатое. Берем муку, какао-порошок, сахар, разрыхлитель, соль по вкусу и сливочное масло. Все точные ингредиенты, как всегда, будут на экране на видео и в описании под видео. Единственное, масло должно быть холодным. Все перемешиваем, можно руками, можно кухонной машиной. В хлебопечке, кстати, есть программа специальная для замешивания теста. Далее начинка. Начинка у нас творожная. Творог у меня 5% и 9%. 600 грамм. Яйца, сахар, ванильный сахар и шоколад по желанию. Сейчас я покажу, для чего он нужен. Все ингредиенты, кроме шоколада, пробиваем блендером. Далее, когда все готово, берем форму. У меня 22 сантиметра диаметром. Желательно берите разъемную. Выкладываем тесто, большую часть, немного оставляем для посыпки сверху. Обязательно сделаем бортики, так получается красивее. Далее начинка. Начинку вливаем больше половины, оставляем немного, растапливаем шоколад и смешиваем его с оставшейся начинкой. Вливаем ее сверху и просто палочкой перемешиваем. Можете этот момент, конечно, пропустить, но так получается вкуснее, и на вид он выглядит очень необычно. Далее сверху посыпаем тестом, которое у нас осталось, и отправляем в заранее разогретую духовку до 180 градусов буквально на 35 минут. Очень вкусный шоколадный пирог получается. И на этой вкусной минуте я буду заканчивать это видео. Надеюсь, для вас оно было интересным, полезным. Любите свой дом, любите свою семью, и у вас обязательно все будет хорошо. Всем пока-пока.